Кто из вас может похвастаться тем, что он разбирается в людях? Вот напишите, пожалуйста, в комментарии. Я разбираюсь в людях. Я хорошо разбираюсь в людях. Я никогда не ошибаюсь в людях. Вот напишите, пожалуйста. Я знаю, что вы не любите отвечать на мои вопросы, но сегодня я хочу посвятить это видео как раз вот таким вот вопросам. Сегодня понедельник, и по понедельникам я обычно делюсь чем-то достаточно личным, какими-то личными историями, моим практическим опытом, ситуациями, историями с моими детьми и всем, что касается моей прямой занятости, то есть физиогномики в моей жизни и фейсбилдинга. Я Елизавета Царькова Голофаст, мне уже 45 лет, да, я 2 недели назад отпраздновала свое X5-летие. Я практикующий физиогномист, тренер по гимнастике для лица, мать 2 детей, живу в Гранаде, и в Гранаде, видите, по моей одежке сейчас не очень-то и жарко, если не сказать, что холодно. Вот. И что здесь происходит? Здесь на своем канале по понедельникам я делюсь чем-то личным, как я уже сказала. По средам выходят видео на тему естественного омоложения лица, то есть гимнастика для лица, что она из себя представляет, примеры, клиентский опыт, какие-то ситуации, полезные упражнения. Это в большинстве случаев касается женщин, поэтому женщины, пожалуйста, делитесь друг с другом моим каналом, подписывайтесь, оставайтесь. Возможно, что-то для того, чтобы ухаживать за своим лицом естественным методом, да, без ботекса, без уколов, без дополнительных хирургических вмешательств, возможно, вы что-то для себя почерпнете. И я очень благодарна тем, кто не просто меня смотрит и слушает, но повторяет, делает и внедряет это в свою ежедневную практику. По пятницам у нас обычно тема физиогномика. Физиогномика – это метод визуальной психодиагностики. У меня масса видео на эту тему. Это также полезно для тех, кто хочет понять себя и кто хочет уметь, правда, разбираться в людях. А теперь для того, чтобы, да, нам в пятницу поговорить уже тематически на какую-то вполне конкретную тему, я анонс выставляю обычно у себя в шотсах, для того, чтобы в пятницу вы уже могли понимать, я обращаюсь к тем, кто случайно попал на мой канал, не понимает, что здесь происходит, кто это такая девочка, да, с синими волосами, в желтой судадере, как национальный флаг Украины, как мне говорят мои испанцы, да. Так вот, для того, чтобы в пятницу мы поговорили уже целенаправленно о какой-то черте лица, подписывайтесь на мой канал и оставайтесь со мной. И не пропускайте свежие новости. Каюсь, иногда здесь бывает какая-нибудь скукотища, иногда здесь бывают абсолютно технические вещи. Без них, извините, нельзя. Но это для того, чтобы просто сложилась полная картина. Итак, вернемся к сегодняшней теме. Понедельник. Я вас с этим поздравляю. Надеюсь, ваша неделя началась уже хорошо и радостно. Я хочу поговорить о том, что вот о тех людях, которые думают, что они в людях разбираются. А вообще обо всех нас, которые в людях не разбираемся. Вот я в людях не разбираюсь. Если говорить о физиогномике моего лица, то у меня вздернутый нос, видите, ноздри. Если не смотреть на меня прямо, вот посмотрите на меня прямо, у меня видны ноздри. Кончик носа у меня приподнят немного. Я сегодня без рисунков хватает там в предыдущих видео. Это характеризует меня как человека открытого и наивного. Наивность – это мое слабое место. Но у меня есть такое хорошее видео, я сейчас останавливаться на этом подробно не буду, многие из вас его видели. Вот здесь вот сейчас ссылочка появится на тему, что наши слабые стороны, да, могут быть нашими зонами роста. Так вот, свою наивность я прорабатываю через знание физиогномики. Когда я выучила, и я это очень долго делала, значение черт лица и научилась составлять психологические портреты личности. Да, я зарабатываю на этом деньги, можете обращаться. Но зная черты лица, я научилась понимать, о чем человек, которого я вижу первый раз в своей жизни. Конечно, у нас существует масса специалистов в помогающих профессий, включая астрологов, да, включая психологов, но для того, чтобы человека понять астрологу, психологу, психотерапевту и так далее,
а также эмпатам. Вот эмпаты, кто здесь эмпаты? Поднимите руку. Вот, для этого надо время, и для этого надо, скажем так, определенная атмосфера, определенная ситуация, где вы с человеком сможете взаимодействовать. Астрологам по меньшей мере нужна ваша дата рождения, ну или кого-то другого, да, о котором они хотят что-то узнать. Вот. Но я сейчас говорю о тех знаниях, которые физиогномика позволяет вам использовать, если вы ими владеете. Быстро, первые 30-50 секунд, 2, 3, 5 минут контакта с новым человеком. Либо, не только с новым. Мы же не знакомимся, это я знакомлюсь чуть ли не каждый день с новыми людьми, у меня бывает такое. Но если вы человека знаете, а у вас до сих пор к нему вопросы, ваши внутренние к нему, то вы можете использовать эти знания для того, чтобы лучше понять, что же он из себя представляет. Потому что знания физиогномики позволяют это сделать. И я, как человек, который в людях до этого не разбирался, поэтому я удачно была замужем. Кто был замужем наугад? И потом брак развалился, неважно по каким причинам, но счастливого брака не вышло. Вот у меня не вышло. Кто встречается, я имею в виду сейчас и мужчин, и женщин. Я знаю, что у меня здесь есть мужчины, которые счастливы в своем первом и единственном браке, и слава богу, или в третьем, и слава богу, да, уже набивши шишек, либо не набивая, а им просто повезло, можно так сказать, что встречается достаточно редко. И я уверена, что счастливая жизнь в браке достается трудом. И то, что сейчас все хорошо, я за вас очень рада. Но давайте посмотрим на ситуацию. Огромное количество разводов, огромное количество разочарований с двух сторон. Это я сейчас не только говорю за женщин, с которыми я периодически солидарна. Понимаете? Я сейчас говорю вообще в целом. Ой, что у меня здесь происходит? Ладно, неважно. Вот. Почему? Потому что выбираем партнеров наугад. По каким-то непонятным критериям, общепринятым, либо основываемся на стереотипах. Вспомните, пожалуйста, ваше первое впечатление о новом человеке, какие стереотипы он в вас поднимает. Вот вспомните, давайте, вот подумайте хорошо. Какие стереотипы восприятия, вложенные в вашу голову с детства, вашими родителями, либо вашим окружением? Почему вы анализируете, что из себя представляет человек? Как много, это второй вопрос, неприятный такой, как много ошибочных суждений вы вынесли, а потом оказалось о человеке, а потом оказалось, что он классный. Вот я могу о себе сказать, что у меня половина первых впечатлений о людях была провальная, она была ошибочная. Дальнейшее общение, которое началось очень хорошо, заканчивалось, в лучшем случае никак, либо плохо. Да, неожиданными психологическими травмами, не очень большими, но неприятностями. Почему? Потому что я не знала, куда смотреть. Потому что делала выводы, основываясь вообще непонятно на чем. И мой опрос моих клиентов, моих клиенток, да, мы тут в Испании разделяем, да, мужчин и женщин, моих друзей, моих знакомых, случайных знакомых и мужчин на свиданиях, испанцев, да, с которыми я периодически выбираюсь посмотреть, что дают. По пятницам я, кстати, иногда рассказываю, у меня там есть истории свиданий с испанскими мужчинами, это вообще аут. Так вот, у меня была масса такого провального опыта, половина больше. И благодаря физиогномике я научилась разбираться, знаю, куда смотреть. Я научилась понимать, что передо мной сейчас стоит откровенный манипулятор. И что если у него есть цель меня поймать, то он это сделает через время. И как манипулятор он себя какое-то время не проявит. Но я знаю этот маркер, и я знаю, где его читать. И у меня есть прекрасный опыт наблюдения. Это просто, вы себе представить не можете. Далее, например, человек жлоб, жадина. У меня есть обучающий курс, да, в котором мы рассматривали вот это все счастье. Или человек, которому откровенно нельзя доверять. Смотрите, насколько человек способен держать свое слово и способен, когда его действия вот соответствуют тому, что он говорит, это тоже есть, это тоже читается по лицу, поверьте мне.
когда у человека есть ресурс, или наоборот, когда он бросается в бой, а ему нечего терять. И вы понимаете, что вы не выиграете с ним битву, потому что он будет биться до последнего, и это может касаться чего угодно, от обычной бытовой вещи, до серьезных рабочих проектов, когда человеку нечего терять. Но вы, считав это с лица заранее, можете понимать, что вас ждет, возможно, ненужное для вас развитие ситуации, и заранее просчитать свои действия. Что еще видно по лицу? Импульсивных людей, людей, у которых низкая самооценка, людей, у которых проблемы с чувством собственной значимости. И у вас будут проблемы с ними в отношениях. Не надо надеяться на то, что с вами человек будет классным. Люди привыкли быть собой. И им иногда совершенно наплевать на то, что вы думаете, на ваши эмоции. Мало кто способен беречь ваши эмоции. Мало кто. Что еще можем увидеть? Я там буду, уже я говорила неделю назад, и я буду говорить позже. Кстати, кому интересно, вы можете тоже там поставьте плюсик в комментариях. Планируется к выходу обучающий курс «Мой испанский любовник». Да, так вот, я буду обучать женщин, какие черты характера, куда смотреть на лицо мужчины, чтобы понять, что мужчина любит секс. Не любит поговорить о сексе, а любит секс. Когда у мужчины хороший такой классный, мощный темперамент. А не такое непонятно что надо раскачивать, греть, уговаривать, тащить в постель, а он все никак и никак. Да потому что ему не надо. Вот это надо и не надо по лицу тоже можно считать. Если вы хотите себе, правда, активного партнера, вы должны понимать, да, куда смотреть при выборе, а не тыкать пальцем. Ой, он красивый, молодой там. Молодой, красивый. Это знаете о чем? Это, скорее всего, о том, что любовник, он будет хреновый. Уже опыта у него нет. Да. Мне приходилось однажды такого учить. Ребенка шлепнула, а секс сунул, плюнул и пошел. Все. Вы правда хотите такого себе? Партнер. Вот. Это тоже все можно читать по лицу. И благодаря этим знаниям мне, правда, жить стало легче. И моя жизнь стала, скажем так, в ней стало просто меньше стрессов и меньше разочарований, потому что я склонна к очарованию. Понимаете? И это тоже моя слабая сторона, над которой я работала. И если бы не физиогномика и не мой психологический портрет, составленный очень грамотно, консультация, которую я получила о себе, честно говоря, я бы продолжала наступать на те же грабли, не понимая, где они разложены. Поэтому, если вы думаете, что вы классно разбираетесь в людях, добро пожаловать на мои обучающие курсы, они платные, и учитесь, убедитесь в том, что вы правда в них разбираетесь, потому что эмпаты, которые людей чувствуют, они говорят: я эмпат, я вот чувствую, человек хороший и плохой. О, кстати, о стереотипах, вот мы и подошли к этой теме. Знаете, что я вам хочу сказать? Все мы хотим доброго человека рядом, доброго, чтобы он был добрый. Алло, гараж. Доброта – это качество, которое может проявляться очень в моменте, очень ситуативно и очень контекстно. На лице «я добрый человек», «я хороший человек» считать невозможно, потому что это вообще плоскость этики, воспитания, плоскость личных системы ценностей конкретного человека и плюс на ситуация. Недавно у меня вышел разговор с моей знакомой на тему добрый, он же такой хороший человек. Этот хороший человек, ты споткнулась не знаю, об бордюр где-то, ты шла, поскользнулась, споткнулась, к тебе подбежал человек, женщина, мужчина, неважно. Окей, пусть будет мужчина. Ты женщина, а он подбежал тебе помочь. Туда там яблоки раскатились по всей улице, собрал, помог, предложил там подвезти, довезти, или просто поинтересовался, что ты, как ты, в больницу не надо, чем тебе помочь. Помог, допустим, довез, да, допустим, вы попрощались. И что она подругам скажет? Ой, я тут поскользнулась, и один добрый человек помог мне. Этот добрый человек может запросто прийти домой и избить свою жену. Или жестко обойтись со своими детьми. Или жестко обойтись с собой. Где доброта? В контексте ситуации он вам помог, и он был добр. Либо то же самое. То есть
У доброты вообще критериев нету. Это настолько понятие одновременно общее и воспринимается субъективно, что нет такого качества характера. Нету, забудьте. Это стереотип. И второй стереотип, о котором мы там говорили вскользь, но я сегодня хочу сказать точно, вот чтобы вы точно запомнили. Глаза – зеркало души. Кто это слышал много раз? Нам это вкладывали в голову с детства. Знаете, что я вам хочу сказать, как физиогномист? Глаза не отражают вашу душу. И вообще ничью душу не отражают. Глаза отражают, вернее, размер глаз, да, калибровка. Размер глаз отражает вашу способность жить в иллюзиях, создавать виртуальные миры. Вот эту способность. Вашу способность к сверхожиданиям, к сверхочарованию, к сверхочарованию, которое потом приводит к сверхразочарованию. Вот что отражают ваши глаза. Все. Если в этом содержится ваша душа, окей. Но у меня душа, например, в моих слабых местах совершенно никак не содержится. Поэтому я этот стереотип отметаю, не принимаю вообще во внимание. Знаете, как взгляд – это всего лишь положение зрачков. Большие глаза, все, будут точно, будут ожидания. Если об этом не поговорить, после этого будут проблемы. Понаблюдайте, пожалуйста, за собой, за тем, как проявляются стереотипы в вашей жизни, когда вы видите новых людей, ну, или не новых, да, или условно новых, да. Понаблюдайте за окружающими вокруг и подумайте о том, какую пользу вам могут принести знания физиогномики для того, чтобы в людях, правда, разбираться гораздо лучше. А мы с вами встречаемся буквально 3 раза в неделю. Среда, пятница, понедельник. Здесь, на моем канале. До новых встреч. И я была очень рада видеть вас сегодня. Хорошей вам недели.